Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала. Я снова рада приветствовать вас у нас на нашей кухне. Сегодня готовим горячий соус с картошкой и мясом. Это по-настоящему теплое, домашнее, сытное и очень душевное блюдо. Густой, насыщенный бульон, мягчайшее мясо, золотистая картошка, сочные баклажаны, яркие томаты и свежая зелень. В холодный дождливый день тарелка такого блюда согревает не только тело, но и душу. Это та еда, после которой становится спокойно, тепло и по-домашнему уютно. Она наполняет витаминами, силами и вкусным настроением. Теперь давайте посмотрим, что нам понадобится. Мясо, баклажаны, лук, помидоры, картофель, соль, перец, куркума, масло и свежая зелень, укроп и кинза. Начинаем готовить. Сначала нарезаем мясо небольшими кусочками. Убираем жилки и лишнюю жесткость, оставляя мягкие, сочные, слегка жирные части. Именно они дадут нашему соусу насыщенность, вкус и ту самую нежность, когда мясо буквально тает во рту. В большую кастрюлю наливаем растительное масло, хорошо разогреваем и выкладываем мясо. Обжариваем на среднем огне, помешивая до тех пор, пока полностью не выпарится вся жидкость и кусочки не начнут красиво подрумяниваться. Уже на этом этапе кухня наполняется потрясающим ароматом. Пока мясо готовится, займемся овощами. На помидорах делаем крестообразные надрезы. Заливаем их кипятком на несколько минут. Кожица снимается легко и быстро. Очищаем, нарезаем и с помощью нашего инструмента превращаем в аккуратные кубики. Этот помощник сегодня нам очень пригодится. Он значительно экономит время. Теперь баклажаны. Очищаем их от кожицы, нарезаем кружочками, а затем превращаем в кубики. Посыпаем солью и оставляем примерно на 15 минут. За это время выходит темный горьковатый сок. Затем аккуратно, но хорошо отжимаем. Благодаря этому баклажаны будут вкуснее, плотнее и не впитают лишнего масла. Лук очищаем, нарезаем кружочками, а также измельчаем. Возвращаемся к мясу. Когда оно хорошо подрумянится, добавляем нарезанный лук.
Перемешиваем, слегка обжариваем до мягкости и сладкого аромата. Добавляем немного соли и черного перца. Теперь добавляем к мясу подготовленные баклажаны. Аккуратно перемешиваем, накрываем крышкой и тушим на слабом огне около 15 минут. Все вкусы начинают соединяться. Аромат становится глубже и богаче. Переходим к картофелю. Очищаем его, нарезаем кружочками, а затем превращаем в аккуратные кубики. К мясу и баклажанам добавляем нарезанные помидоры. Накрываем и даем протушиться еще 5-10 минут, чтобы они отдали свой сок и соус стал еще более насыщенным и ароматным. Теперь добавляем куркуму, еще немного соли и все аккуратно перемешиваем. Куркума придает блюду теплый солнечный оттенок и особую восточную нотку во вкусе. Добавляем нарезанный картофель, снова перемешиваем. Заливаем кипятком так, чтобы вода лишь слегка покрывала овощи. Накрываем крышкой, доводим до кипения, затем уменьшаем огонь и варим до полной мягкости картофеля. Пока блюдо доходит, мелко нарезаем свежую зелень, укроп и кинзу. Их аромат сразу наполняет кухню свежестью и легкостью. Когда картофель полностью готов, добавляем зелень, аккуратно перемешиваем и выключаем огонь. И вот он, наш готовый соус. Посмотрите, какие цвета. Золотистая картошка, румяное мясо, яркие баклажаны, сочные томаты и свежая зелень. Это не просто еда, это настоящее домашнее тепло в тарелке. Сытное, ароматное, согревающее блюдо, которое хочется есть медленно, с удовольствием, в кругу семьи. Подаем горячим в глубокой тарелке. Наслаждаемся ароматом и вкусом. Это именно то блюдо, которое хочется готовить снова и снова,
для родных, для друзей, для уютных вечеров. Ну вот, наш соус готов. Возьмите на заметку этот рецепт, и я уверена, он будет один из любимых. Я с вами прощаюсь, но ненадолго. До следующего видео. Всего хорошего!